будем пришивать ушки. Смотрите, я вот приблизительно, иголочки они не держат. Вот так будем пришивать ушки. Значит, вот он наш первый ряд. Между первым и вторым будем вводить иголочку. И дальше между 10 и 11. Вот здесь, между 10 и 11. На расстоянии получается где-то, если брать прямо по глазику, 1, 2, 3, 4, 5 столбиков. Вот так. Я буду пришивать ушко. Оно будет изогнутое немножечко. Сейчас попробую показать. Сейчас будем приступать к самому, наверное, сложному, но интересному. Будем пришивать уши. Уши мы пришиваем одно ухо между первым и вторым рядом. Спускаемся ниже и между 10 и 11. Я вот отметила. И если закрыть глазик вот так ровненько, то у нас получается расстояние 1, 2, 3, 4 столбика. В 5 мы уже вшиваем ушко. Приступаем. Я ввела дополнительную ниточку, мне этой пришивать будет комфортнее. Ввожу сюда и вывожу там, где у нас оно будет заканчиваться. Еще обратите внимание, что там, где у нас вот шире идет изгиб, это у нас внизу. Так я прихватываю ушко. Вот. Так оно у нас будет стоять. У вас, наверное, не видно. И дальше пришиваю. Сейчас еще раз затяну. Поставлю на место. Вот так. И теперь пришиваю. Немного неудобно. Пришивайте дальше сами. У вас все выйдет. Продолжаем оформлять мордочку. Берем вот эту мордочку. Прикладываем, смотрите, носик вверху. И глазки вот уходят. Сама мордочка уходит где-то вот сюда. Глазки слегка как утопленные получаются. Вот так вот мы прикладываем. И вот так пришиваем. Постепенно набираем здесь холофайбером, набиваем. У нас получится вот такая мордочка. Дальше будем продолжать вместе. Вот я пришила мордочку.
Нить я не обрывала. И вывожу вот сюда в начало, в первый ряд. Сейчас сделаем немножечко утяжку. Отступаю. Будем формировать вот такую мордочку. И сразу делаем утяжку глаз. Сейчас. Вывожу внизу. Получится усадка небольшая. Немного неудобно. Как всегда, почему-то неудобно. Так, вышло. Чуть-чуть выше. Так, глазик садится. Сейчас еще мордочку. Теперь прямо под мордочку вытягиваю иголку вот сюда вниз. Смотрите. Вывела. Сейчас будем глазки сажать. Еще раз выводим вниз одного глазика. Теперь через низ под мордочкой. Ой, где иголка делась? Вот она. Чуть-чутенько. Вот. Немножко, видите, глазик сел. Сейчас второй глазик посадим. Еще раз вниз. Подтягиваем вниз. Выводим вниз. Так, чуть-чуть припосадили глазки. Такая морда. Здесь можно сделать перемычечку. Можно не делать. Смотрите, если не делать, то вот такая мордяка получается. А если сделать, мы сейчас попробуем с вами, поэкспериментируем. Выводим. Иголка длинная, найти серединку никак. Она сильно роли не сыграла, поэтому можно даже это не делать. Так, мордочка слегка утянута.
Сейчас завяжу узелочек и спрячу нитку. Хотя можно еще попробовать брови сделать вот так. Как лучше брови сделать, как вы думаете? А? Из такой или вот так? Я пока ниточку обрезать не буду. Посмотрим. А пока надо вокруг глаз вот так обошью коричневой пряжей. Так. Обошьем глаз по кругу. Надо, наверное, сначала сначала вышивать глазик, а потом уже пришивать мордочку. У меня немного спонтанно все получилось. Но вы же теперь опытные, вы же теперь знаете, как лучше. Прячем ниточки. Дальше, после того, как коричневым вывязали глаза, я все-таки решила сделать бровки. Мне кажется, так он милее. И возле глаза я сделала еще, видите, белую полосочку. Глазки прям ожили. Вот такой милаха получается. Дальше нам осталось пришить ножки и хвостик. Приступаем к пришиванию передних лапок.
Передние лапки я буду пришивать вот здесь вот. Там, где у нас самая тонкая шея. И поближе к мордочке. То есть вот так. Вот так. Надеюсь, вам хорошо видно. Пришиваем передние лапки. Вот мы вшили лапки передние. Вот так получается. Теперь будем пришивать задние. Я вот здесь вывела кончик ниточки. Смотрите, задние лапки мы прикладываем. Прикладываем вот вперед вот этим выступом лапкой. Вперед. И вот так пришиваем. Вот. И вот так у нас будет сидеть наш песик. Одну лапку и вторую. Вот так пришиваем. Пришиваем лапки. Смотрите, вот они почти параллельно. Пришив нижние лапки, мы переходим к хвостику. Хвостик пришиваем вот так. То есть я сажу игрушку, подставляю хвостик и пришиваю на этом уровне. Смотрим, чтобы он был посерединке. Приступаем. Вот такой малыш получился. Рост у него 21 сантиметр до ушек. От лапок до ушек. Очень славный, очень милый. Хвостик. Ну, хочется его немножечко украсить. Я решила связать ему ошейничек. Ошейник будет голубенький. Для ошейника из Yarnart Jeans я набрала 35 воздушных петель. И далее ряд мы вяжем столбиками без накида. Вы померите по шее вашего щеночка, потому что у всех плотность вязания разная. Если что, добавьте или уберите. Главное, чтобы ошейник сидел. Сейчас мы его быстренько свяжем. Довязываем столбиками до конца ряда. Я связала вот такой ошейничек. Ниточку обрезала для того, чтобы ее можно было сшить. И еще у меня есть вот такой подвес Best Friend. Мы его тоже одеваем. Как-то щеночек и без медальки. Так, вот она лицевая. Такая будет красота. Теперь беру щеночка и прямо на нем сшиваю ошейник. Мы его пропустим под мордочку. Видно, шва не будет. Под мордочкой будет у нас все это дело спрятано. Так. И на изнаночную сторону выводим начало и конец. Все, я их связываю узелочком. И никуда у нас не денется ошейник. Сейчас посмотрим, что получится. Сама еще не видела. Я так предполагаю, что будет очень даже здорово.
Обрезаем. Так. Подтягиваем ошейник там, где он у нас сшитый, за мордочку. Вот смотрите. Вот у нас ошейничек идет. И медалька. Вот такой красавчик. Мне очень понравился этот друг. Лучший друг. Надеюсь, у вас тоже получится. До встречи. Пока.